Приветствуем вас, дорогие друзья, на канале Фактограф. Сегодня мы отправимся на прогулку по самым необычным и загадочным лесам нашей планеты. Леса — это не просто скопление деревьев, это целые экосистемы, полные жизни, тайн и удивительных явлений. Представьте себе лес, где все деревья наклонены прямо над землей строго на север. Или те, где водятся мистические существа. В этом видео мы посетим места, где природа создала настоящие шедевры. Леса, затопленные водой, леса, растущие на скалах, и даже леса, парящие в облаках. В каждом из этих лесов царит своя атмосфера, и каждый из них — это настоящая находка для исследователей и любителей природы. Погрузитесь вместе с нами в мир чудес природы и откройте для себя лесные массивы, которые навсегда останутся в вашей памяти. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А теперь поехали! Бамбуковая роща Арасияма или бамбуковая роща Сагано, Япония. Бамбуковая роща Арасияма – это лес, полностью заполненный бамбуковыми деревьями породы моса, разновидности гигантского бамбука. Это живописное место занимает территорию в 16 квадратных километров. Попав сюда, вы сможете пройтись по специальным тропинкам, которые ночью еще и подсвечиваются искусственным светом. А по обеим сторонам пешеходных дорожек установлен забор, созданный из сухих стеблей и листьев бамбука. Некоторые растения достигают высоту 40-50 метров, тем самым закрывая небосклон. Из-за этого складывается впечатление, что находишься в непроходимой чаще. К тому же стволы бамбука стоят так плотно, что в ветреную погоду, ударяясь друг от друга, издают мелодичный звук, похожий на звук деревянных подвесных колокольчиков. Закройте глаза и послушайте. Ветер, скрип деревьев, шелест листьев. Так вы почувствуете настоящую красоту этого места. Сюда приезжают, чтобы прогуляться по бесконечным рядам возвышающегося бамбука. Отдохнуть душой, набраться сил и вдохновения. Шварцвальд, Германия. Шварцвальд – это не просто лес, а уникальный регион, славящийся величественными лесами и холмами, простирающимися на десятки километров вокруг. Шварцвальд, что переводится с немецкого как «черный лес», расположен на земле Баден-Вюртемберг. Его название предположительно связано с плотностью древнего леса, состоящего из темно-игольчатой сосны, через которую плохо проникает свет. Даже в летний день в лесу стоит полумрак. Шварцвальд находится на горном хребте, самая высокая точка которого – гора Фельдберг. Ее высота составляет 1493 метра над уровнем моря. Это место знают как источник целого вороха легенд, мифов и загадочных историй. Оно навевает образы сказок. Именно здесь Красная Шапочка встретила волка, а Белоснежка – гномов. Здесь блуждали Гензель и Гретель. Многие туристы признают, что в Шварцвальде им буквально за каждым деревом мерещились призраки и нимфы. Хотя на деле черный лес пусть и густой и мрачноватый, но встретит вас гостеприимными деревнями и протяженными безопасными пешими маршрутами. Тропический лес Дейнтри, Австралия. Один из самых невероятных лесов в мире расположен в северо-восточной части Австралии, в штате Квинсленд. Лес растянулся от близлежащих холмов до белых песчаных пляжей, откуда открываются потрясающие виды. Тропический лес Дейнтри считается самым древним на планете. Он непрерывно произрастает в этом районе более 110 миллионов лет. Это означает, что его биологическое разнообразие невероятно велико, и здесь можно найти бесчисленные эндемичные виды растений и животных. В лесу обитают такие редчайшие представители фауны, как птица-казуар и древесный кенгуру, а также питоны, летучие мыши, карликовые кенгуру. Для защиты уникального тропического леса и сохранения его величайшего биоразнообразия в 1981 году был создан национальный парк Дейнтри, а в 1988 году он был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ландшафты национального парка действительно поражают воображение своим многообразием великолепных пейзажей. Горные хребты, быстрые потоки и водопады, глубокие ущелья и густая тропическая растительность. Свое название заповедник получил в честь Ричарда Дейнтри, австралийского геолога и фотографа. Синий лес Халербос, Бельгия. Халербос – живописное место, представляющее собой буковый лес площадью 5,5 квадратных километров. Раскинулся он в бельгийском муниципалитете Халле, 30 минутах езды к югу от Брюсселя.
Этот буковый лес в Бельгии – настоящая сказка, которая оживает весной. Представьте, что вы идете по тропинке между высоченными буками, их ветви покрыты ранней нежно-зеленой листвой, а внизу, у подножья деревьев, сколько хватит глаз, раскинулось море синих колокольчиков. Их миллионы, и издаваемый ими аромат буквально пропитывает свежий лесной воздух. Такая магия случается ежегодно в конце апреля и начале мая, когда лесной массив устилает великолепный густой ковер из миллионов диких гиацинтов, создавая причудливые узоры всех оттенков синего цвета. Удивляет тот факт, что корни бука выделяют яд, которому среди всех растений удалось приспособиться только диким колокольчикам. Именно по этой причине лес столь красив. Кровавый лес дракона, остров Сокотра, Йемен. Жутковатое, конечно, название, но не стоит пугаться. Прогулка по этому лесу ничем вам не грозит, кроме избытка захватывающих впечатлений. Этот лес один из самых уникальных в мире. Он состоит из драконовых деревьев, названных так за их необычную смолу красного цвета, которая ассоциируется с кровью дракона. Это драконовое дерево или, говоря по-научному, драцена киноварно-красная. Главная достопримечательность и символ Сокотры. Оно знаменито своим необычным видом, напоминающим четкий раскидистый зонтик, дающий много тени. И хотя драконовые деревья растут не только на Сокотре, но именно тут у них классическая грибная форма и чудодейственная смола. Кстати, местные жители используют красную смолу в медицинских целях. Например, дают роженицам, чтобы остановить кровотечение, и используют при болях в животе. Так что, если будете на Сокотре, обязательно купите себе пару баночек этого удивительного лекарства. Мангровый лес. Тапом Клонг Сонг Нам. Краби, Таиланд. Мангровые леса – это уникальная экосистема, которая сформировалась там, где суша встречается с морем. Это деревья или кустарники, вечно зеленые лиственные леса, произрастающие в приливно-отливной полосе морских побережий и устьев рек в местах, защищенных от энергии волн коралловыми рифами и островами. Увидеть подобное зрелище вы можете в тайской провинции Краби, посетив мангровый лес Тапом Клонг Сонг Нам. Тапом Клонг Сонг Нам находится в 30 километрах от города Аонанг и представляет собой небольшой парк с маршрутом по деревянным мостикам вдоль затопленных мангровых лесов. В ясную солнечную погоду цвет воды может несколько раз изменяться, а если посмотреть на фотографии, которые тут обязательно нужно сделать, то увидите, что на каждой фотографии цвет воды приобретает изумрудный оттенок. Магия. Это заворожит даже самого бывалого туриста. Когда море отступает, сквозь прозрачную воду можно рассмотреть корни мангровых деревьев. Такого больше нигде не увидишь, поэтому неудивительно, что ежегодно лес Тапом Клонг Сонг Нам, который порой называют Two Water Canal, посещают тысячи людей. Лес Монтеверде Клауд или облачный лес, Коста-Рика. Коста-Рика славится своим биоразнообразием, чего стоит один только тропический облачный лес в регионе Монтеверде. Он расположен недалеко от города Монтеверде, в честь которого еще в 1972 году он и получил свое название. Здесь обитает более 2500 видов растений, 100 видов млекопитающих, 400 видов птиц и несколько тысяч видов насекомых. Здесь можно вживую увидеть оцелота, кецаля, ягуара, тапира и других животных, которые водятся только в Южной Америке. Находясь на высоте более 1000 метров над уровнем моря, заповедник все время наполнен влажной дымкой. Прогуливаясь в туманную погоду по множеству подвесных троп под пологом леса, посетители как будто гуляют по облакам. Зависающие над регионом облака обеспечивают местную растительность живительной влагой круглый год, день и ночь. Такие условия стали мощным источником жизни в этом регионе. Поэтому тут все просто колосится, и разнообразие растений просто неописуемое. Да и зверькам живется очень хорошо. Кривой лес, Польша. Фантастический кривой лес растет на западе Польши, примерно в 20 километрах к югу от города Щецин. Роща состоит из группы странно изогнутых сосен, посаженных в 1930-х годах, когда роща находилась в пределах немецкой провинции Померания. Все сосны выглядят одинаково. Сначала первых сантиметров 20 растут прямо, затем изгибаются под прямым углом в сторону севера, а потом красивой ровной дугой продолжают рост вверх.
Но что заставляет деревья так причудливо искривляться? Причина этого своеобразного образования остается загадкой. Однако есть несколько теорий. Одна из них гласит, что такие деревья стали выращивать специально для изготовления мебели или использования в строительстве кораблей. Люди, которые верят в мистику и потусторонние силы, объясняют это явление плохой энергетикой мест, где высажен лес. Мол, ведьмины — это места, потому и лес здесь кривой, и пение птиц не слышно. По еще одной из теорий, кривой лес высадили немцы, проводя свои опыты. До Второй мировой именно они здесь проживали. Но после окончания войны они покинули эти территории, и на смену им пришли поляки. Но нет никаких документов для подобного мнения, поэтому оно остается лишь одной из версий. Цинги де Бемараха или Лес ножей, Мадагаскар. Теперь отправимся поближе к Африке, на остров Мадагаскар. Цинги де Бемараха не лес по сути. Достопримечательность образуют не деревья, а удивительной форме известняковые скалы, которые напоминают стволы деревьев или рукотворные шпили. Они в высоту достигают 70 метров, и все как одна имеют острую вытянутую форму. Так что с высоты птичьего полета лес действительно смотрится как площадка, утыканная ножами. На самом деле такой ландшафт создан природой. Дождевые осадки и ветер за миллионы лет выточили и выровняли рыхлые горные породы. На местном наречии этот лес называют цинги, что означает «место, где ходят на цыпочках» или «место, где не ходят босиком». И вправду, людям ходить по такой местности было бы почти невозможно, если бы не специальные переходы, мосты и смотровые площадки. Говорят, цинги острые как нож. Мы не знаем этого наверняка, но выглядят они действительно сурово, особенно сверху. Однако среди камней можно встретить и живые растения, например, деревья, которые по высоте догоняют скалы. Мшистый лес, Малайзия. Мистический мховый лес расположился в Малайзии на Нагорье Камерон, в одном из самых популярных туристических мест страны. Все деревья здесь поросли мхом, а из-за густой растительности и лиан лес в прямом смысле непроходим. Если, конечно, пытаться сойти с обустроенных дорожек, с которых легко любоваться удивительными растениями. В лесу можно увидеть дикие орхидеи, высокие папоротники и редкие хищные растения, такие как рафлезия, самый большой цветок в мире, и непентес, самое крупное плотоядное растение. Облака, проходящие прямо через лес, окутывают его туманом. Атмосфера в этом месте царит потусторонняя и даже сказочная. Окинуть взглядом малазийский мистический мховый лес и расположенные по соседству чайные плантации вы можете со смотровой площадки, расположенной на вершине горы Бринчанг. Но долго не спите, ведь после обеда гора часто затягивается обычным для этих мест туманом. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться в комментариях, в каком лесу из нашего видео вы хотели бы побывать.